В прошлом видео я показывала вам пляжи Равды. Это небольшой болгарский поселок на побережье Черного моря. Это место нам очень понравилось. Скалички ты. Это типа от слова покалечиться по этой лесенке, наверное. Там, по-моему, дна нет или есть? И людей немного. Наверное, останемся здесь, скупнемся и пойдем дальше. Такая быстрая. Она как мороженщик турецкий. Я не успеваю. Мы сейчас находимся в порту Бургаса и будем плыть на пароме на вот этот остров. Это остров Святой Анастасии. На этом макете можно увидеть, насколько небольшой этот островок. Есть причал для паромов, маленький пляж, церковь, маяк, рыбный ресторан и музей. Билеты на остров 54 лева, на нас на всех. А вот наш паром, наверное, причаливает к берегу, и мы сейчас на нем поплывем. Эта очередь сидит, надеюсь, не на паром, так много их вообще. Все, мы отплываем из Бургаса. 30 минут в пути. Народу прилично и свободных мест, так чтобы присесть, практически нет. Выходим из порта Бургаса. А вон там я машину оставила. Пеппа едет на остров. Нашли тень. Тая плохо себя чувствует на солнце, а там все эти скамейки, все на солнцепёке. Ветром не обдувается. Пару часов мы побудем на острове и обратно. Толпа идет, просто огромная толпа на этот маленький остров. И вот на этот пляж мы потом придем плавать. Уточки? Уточки? Алиса, ты видишь? Птички плывут. Алиса сейчас туда упадет. Ох, как я люблю такие огромные группы. Поднимаемся сейчас, зайдем в храм. Вот, и маяк посмотрим. Ресторан здесь есть, единственный рыбный на всем острове. Вообще остров небольшой. Вот, вообще, ну, он маленький, реально его обойти, наверное, за 30 минут хватит времени. Это единственная церковь на острове. Сейчас в нее зайдем. Пошли. Идем, сходим к маяку, посмотрим на маяк. Здесь есть указатели. Ресторан, магазин сувениров, маяк, церковь. В принципе, все понятно, потому что остров очень маленький. Здесь скамеечки с видом на обрыв. Наш паром стоит, на котором мы приплыли.
Когда мы выезжаем хотя бы на 2 часа из дома с Алисой, мы берем с собой много еды, потому что постоянно она хочет что-то съесть. Хотя здесь вот ресторан есть, он рыбный, но смотрю, все эти пенсионеры с парома оккупировали там в тени все столики плотно. Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to... Здесь на острове есть мини-отель на 5 номеров всего. Я бы не хотела тут жить, так как за один день можно все обойти и делать будет нечего, и много людей плюс. Да, туристов очень много приезжает на этом пароме. Скалистые берега такие. А вот пляжик, вид сверху. И мы сюда пришли до этой группы с нашего парома огромной. На пляж добрались, так хорошо, водичка теплейшая, вообще шикарно. И еще пока никого нет. Народ с нашего парома не успел сюда спуститься. Это замечательно. У нас есть почти 1,5 часа, чтобы побыть здесь. Алиса без жилета. Дальше вот этого камня под водой она не заходит сегодня. Боже, кайф. Водичка вообще шикарная сегодня. Нет, ты глубоко не заходишь. Не надо. Так ее можно без жилета теперь. Ну, конечно, без жилета. Она как топор. Бульк и все. У тебя развлечение камешки собирать? Иди чуть-чуть погрейся. Строитель. Моему удивлению нет предела. Все эти люди с парома на пляж решили не идти. Супер. Здесь лагуну мы нашли с Алисой такую. Мелко, ей хорошо. У нас здесь свой личный персональный бассейн. Крокодилы. Это страшные какие-то, да? Ой, как страшно. Боюсь, боюсь. Я Алису боюсь. Боюсь, боюсь, боюсь. Она на меня нападает. Сейчас покажу Тае, что Тая делает. Она говорит, что она на солнце не любит сидеть. Сама засела там, и вот минут 20 я ее просто там наблюдаю. Без панамки, без кепки. Теперь у нас план нести вот эту страшную руку кощеевскую домой. А я не хочу ее в машину к себе, ты знаешь? Нет, а я хочу. А я не хочу, она мне не надо в машине. Пришел еще один паром из Созополя. Тоже народу тьма. Обратно в Бургас мы возвращаемся внутри. Жарко невыносимо. Эту гадость Алиса взяла все-таки с собой. Уверенно. Это море, Черное море. Да. А завтра наш последний день отдыха в Равде. И потом домой в Одессу.